Ой, такой вопрос давно минувших дней. На самом деле все началось очень просто, с банального запроса в Яндексе «Как стать богатым?». Вот. Не поверите, но на самом деле все это было так. Я уже понял тогда, что работая на наемной работе особо много денег не заработаешь. Ты в любом случае всегда будешь тем человеком, которого нанимают, да, но не тот, который может кого-то нанять. Да, это две большие разницы, как говорят в Одессе. Соответственно, я набрал в Яндексе запрос «Как стать богатым?», «Как разбогатеть?», и понял, прочитав некую кипу литературы, о том, что в принципе существует три основных способа. Первый – это недвижимость, да, обогащение через недвижимость, возможно, покупка на ранних стадиях и продажа потом, когда дом достроится, либо сдача в аренду, в принципе, это тоже к недвижимости имеет отношение. Второе – это ведение бизнеса. И третье – это как раз фондовые рынки. Ну, начнем с первого, это недвижимость. Это, в принципе, все хорошо, но для того, чтобы начать заниматься недвижимостью, требуется достаточно большое количество денег, так называемый высокий входной порог, поэтому этот вариант на тот момент для меня совсем не подошел. Второй момент – ведение бизнеса, но это вообще не про меня, я не особо люблю большую социализацию для себя, я не очень люблю общаться с людьми в больших количествах, да, которые предполагают ведение бизнеса. Ну, я тем более понимал, что ведение бизнеса в России, ну, имеет крайне такие специфические черты, и, соответственно, я не думаю, что я был к этому готов. А когда я обратил свое внимание на фондовый рынок, я посмотрел вот на эти графики, и я не знаю, как это объяснить, я не знаю, что это было, но с первого же взгляда, когда я посмотрел на графики, я сразу понял, что я смогу этим заниматься, и я четко вижу, что здесь, во-первых, есть, да, казалось бы, какой-то хаос, но среди этого хаоса есть упорядоченность. И я не мог пока эту упорядоченность объяснить логически, математически, но я знал, что она там есть, то есть я на подсознательном, может быть, уровне, на каком-то не том уровне, на котором обычно работает наш мозг, я понял, что здесь что-то есть, и я смогу извлекать из этого прибыль. Тем более были прецеденты того, что люди зарабатывают в тренинге, хотя потом, как выяснилось, большинство этих прецедентов казалось ложными, но тем не менее, есть такие выдающиеся люди, как Ларри Вильямс, вообще люди выигрывают конкурсы по тренингу достаточно честным образом. Соответственно, я посчитал для себя, что если кто-то это смог сделать, то и я это смогу сделать, тем более, что, еще раз повторюсь, с первого взгляда мне показалось это крайне логичным, что там происходит. Я понимал, что здесь не все так просто и нужно будет много поработать, но вот первое ощущение было такое: я смогу этим заниматься. И когда я размышлял над тем, что у кого-то получилось, и значит у меня получится, в принципе, меня не очень бы и заботило даже тот факт, если бы ни у кого не получалось до этого, и я себе дал строгую установку. Если у кого-то получилось, то и я смогу. Если никого до меня не было в этой сфере, кто смог бы зарабатывать деньги, то я буду первым. Вот такая жесткая установка, она идет красной нитью через весь мой тренинг, через хорошие периоды, плохие периоды. Всегда говорю себе одну и ту же фразу: если кто-то был до тебя, то и ты повторишь, если никого не было до тебя, ты будешь первым. И, соответственно, это мне помогло выбираться из очень негативных периодов, постоянно сажать себя за исследование, когда что-то не получалось, перерабатывать свою систему, идти к своему пути. И, соответственно, вот это влилось к тому, что почти 9 лет уже этим занимаюсь, в принципе, довольно-таки успешно. Поэтому вот такая краткая история того, как я пришел в тренинг, начал этим заниматься. И, в принципе, я, конечно, пробовал заниматься потом и каким-то инвестированием. Так, не то чтобы пробовал, а просто изучал этот вопрос и недвижимости, и понял, что ни то, ни другое мне по-прежнему не подходит, потому что мне нравится быть ликвидным. Ликвидным в плане передвижения, в плане неимения каких-то тяжелых вещей, которые меня будут тянуть или притягивать к одному месту, например, квартиры какие-то или еще что-то. Вот таких вещей мне иметь неохота, мне всегда в любой момент охота взять и переехать в другую страну, путешествовать по миру, вот это по мне. А все остальное как-то мне не по душе, поэтому я по-прежнему занимаюсь исключительно только трейдингом, чего и вам желаю. Ну, я думаю, на вопрос я ответил. Если вам понравилось, пишите в комментариях свои истории, как вы пришли в тренинг, и увидимся в следующий раз. Всем пока!